Здравствуйте! Эта липкая белая пена вскоре станет сердцевиной одного из самых дорогих матрасов, которые вы можете купить. Он сделан из натурального латекса, который собирали вручную с каучуковых деревьев. В отличие от пены с эффектом памяти, сердцевины из натурального латекса гипоаллергенны, биоразлагаемые и долговечны. Но за эти функции приходится платить высокую цену. Так, матрас королевского размера, сделанный из одной такой сердцевины, может стоить $2600. Для сравнения, матрас с эффектом памяти того же размера стоит в половину меньше. Итак, как же молочно-белый сок дерева превращается в удобные расслабляющие матрасы и делает их такими дорогими? Прежде всего, это связано с трудностью получения латекса из каучуковых деревьев. Каучуковые деревья требуют особого микроклимата. Они возникли в Южной Америке и не могут расти в нетропических районах из-за климата. Поэтому сегодня основными поставщиками стопроцентного природного латекса на мировом рынке являются страны Юго-Восточной Азии. Они осуществляют поставку свыше 90% всей продукции. Для этих стран данное сырье такое же национальное достояние, как нефть для России, поэтому его часто называют белым золотом. Это связано с подходящим климатом для произрастания дерева гевеи бразильской, из которого производят каучук. Для быстрого роста гевее нужны тепло и влага. Самый подходящий климат для этого в зоне экватора, так называемом латексном поясе шириной 2600 км, который растянулся по всему миру. Гевею активно выращивают на искусственных плантациях, крупнейшие из которых находятся во Вьетнаме. Площадь, занимаемая гевеевыми деревьями, составляет здесь 800 тысяч гектар. Ежегодно от них получают от 1 миллиона до 1,5 миллиона тонн каучукового сока. Это 10% от мировых показателей. В стране действует государственная программа, направленная на развитие плантаций каучука. Благодаря ей многие гектары запущенных неэксплуатируемых земель были взяты в оборот, и теперь они специализируются на выращивании гевеи бразильской. Также крупными поставщиками белого золота являются Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка и ряд других стран. Гевея – это достаточно высокое дерево, высотой от 20 до 35 метров. Ствол прямой, толщиной до 30-50 см, с беловатой корой. Цветки мелкие, бело-желтые, собраны в рыхлые кисти. Содержание каучука в млечном соке у дерева достигает 40-50%. Плантации каучуковых деревьев оказывают гораздо меньше негативного воздействия на землю, чем другие культуры, и способствуют гораздо большему биологическому разнообразию, чем другие многокультурные растения. Требуется около 10 лет роста, прежде чем каучуковое дерево начнет производить достаточное количество латекса. Этот период ожидания обеспечивает непрерывную посадку новых каучуковых деревьев. Сборщики латекса просыпаются в 3 часа ночи. Когда большая часть страны еще спит, у сборщиков латексных деревьев начинается новый рабочий день. Латекс – это жидкость молочного цвета, содержащаяся в коре каучуковых деревьев. Непрерывные трубки латекса, известные как латексные сосуды, растут по спирали вокруг коры каучукового дерева. При сборе кору очень осторожно сдирают, чтобы обнажить латексные сосуды. Для сбора латекса делают желобковидные надрезы коры так, чтобы не повредить камбий. Работник аккуратно вырезает спираль в коре дерева, позволяя соку свободно вытекать. Профессионалу для надреза одного дерева достаточно 20 секунд, для чего он применяет стандартную полувинтовую систему. Техника его работы невероятно точна, ведь свои действия он оттачивал в течение 20 лет работы. Затем латекс стекает по дереву в сосуд, часто в скорлупу кокосового ореха. Латекс из надреза выделяется 3-5 часов, причем наиболее интенсивно рано утром. Обычно требуется полдня, прежде чем контейнер полностью заполнится латексом. Затем ручеек иссякает, и на линии надреза латекс сворачивается естественным путем, тем самым блокируются древесные латексные каналы в том месте, где разрезали кору. На следующий день на дереве делается новый надрез. После сбора в составе латекса 2/3 занимает вода, хотя его консистенция достаточно густая и требует переработки.
Каким должен быть перерыв между надрезом коры и сбором латекса, определяется опытным путем. Если собрать жидкий латекс слишком поздно, он может застыть и превратиться в менее ценную резиновую крошку. Этот материал будет хорош для таких вещей, как автомобильные шины, но будет совершенно бесполезен для матрасов. В низкий летний сезон каждое утро в ведра в среднем стекает примерно 140 литров натурального латекса. В высокий зимний сезон латекса получают в 2 раза больше. Для того, чтобы изготовить один матрас королевского размера, потребуется собрать сок с 12 акров каучуковых деревьев. Для этого нужно 8 рабочих. При сборе латекса рабочие делают эти небольшие надрезы на коре около 300 деревьев. Как только они заканчивают резать, они возвращаются туда, откуда начинают собирать латекс. Они продолжают собирать латекс из всех 300 емкостей до конца дня. Собирают латекс почти круглый год и только в дни без дождя, чтобы латекс не разбавлялся дождевой водой. Поскольку латексные сосуды находятся прямо у поверхности, этот процесс не требует глубокого врезания в дерево. Неглубокие срезы позволяют собирать дерево в течение более длительного периода времени. Каждая полоса коры, которую разрезают, будет давать латекс в течение 6 лет. Через 6 лет противоположная сторона ствола разрезается для использования еще в течение 6 лет, что позволяет зажить первой стороне. Затем этот процесс повторяется на немного другой высоте дерева. Каждое каучуковое дерево будет собираться в течение 24 лет. Через 24 года деревья перестают производить необходимое количество латекса. Их вырубают, а древесину используют для изготовления мебели или других предметов. Затем плантации засаживают новыми каучуковыми деревьями, завершая таким образом цикл. Получение качественного латекса часто может зависеть от погодных условий. В условиях, когда часто идет дождь, урожай может быть минимальный, потому что весь сок, струящийся из дерева, тут же смывается дождем. К тому же ливни разрушают дороги, и доставить быстро сок на фабрику не получится. Из-за дождей часто разливаются реки и затапливают плантации. Сборщики просто не могут добраться до каучуковых деревьев. Не менее разрушительный эффект происходит во время засухи. Засуха не позволяет каучуковым деревьям производить достаточное количество латекса. Весь собранный рабочими жидкий латекс сразу же направляется на ближайший перерабатывающий завод, где сырье обрабатывается. Его транспортируют в специальных антикоагуляционных (коагуляция – это свертывание) цистернах или плотно закрытых контейнерах, в которых обязательно должна быть сетка для аммонизации, насыщения аммиаком. Все это работает на увеличение срока пребывания латекса в жидком состоянии. Если все же продукт свернулся, то вернуть его в жидкое состояние будет невозможно. В этом случае его пускают в переработку и получают каучук более низкого качества, который идет на изготовление листового латекса, резиновых ковриков и тому подобного. Здесь решающим фактором является расстояние и время доставки от плантации до завода. Большинство производителей качественных постельных принадлежностей стараются расположить свое производство как можно ближе к сырью. Фабричные рабочие помещают утренний сбор в бочки, а затем в цистерны. Латекс оставляют на 12 часов, перед тем, как поместить его для обработки в центрифугу. Здесь каучук отделяется от воды. Затем потребуется еще 45 дней, чтобы концентрированный латекс стабилизировался. С помощью метода, называемого процессом Данлопа, латекс превращается в пену. Таким образом, жидкий латекс вспенивается, а затем отверждается в форме для извлечения пены. Этот метод является наиболее энергоэффективным. Каждую неделю около 40 тонн вспененного жидкого латекса перемещается из перерабатывающего цеха на фабрику по производству матрасов.
Требуется около 50 кг жидкого латекса, чтобы сделать один 30-килограммовый матрас. Процесс начинается со смешивания деаммонизированного жидкого латекса с различными добавками и стабилизатором. Затем смесь перемешивается. Эта машина осторожно доводит раствор до желаемой густоты. Состав оставляют для созревания на 24 часа. Миксер Hobart взбивает смесь до образования пены, добавляя в нее пузырьки разного размера и позволяя ей расширяться до желаемого размера. Скорость взбивания снижается, и пузырьки приобретают более правильный размер. Таким образом, воздух вливается в соединение, в результате чего образуется структура с открытыми ячейками. Именно эти открытые структуры обеспечивают матрасу необходимую циркуляцию воздуха и гарантируют приятную температуру в постели. Затем добавляется стабилизатор пены и желирующий агент. Как только латексная пена готова, робот распределяет ее по форме, в которой есть отверстия для штифтов, определяющие рисунок зон комфорта матраса. Здесь ей дают время загустеть и отвердеть. Заполненные формы затем вулканизируют, или, другими словами, запекают. Комфортные узоры матраса определяются структурой штыревого сердечника в форме. Большие штифты делают большие отверстия в сердцевине, и матрас становится мягче. Адаптированная жесткость различных зон обеспечивает идеальный комфорт лежания. После этапа вулканизации свежий латексный сердечник вынимают из формы и тщательно промывают, вымывая небольшие остатки жидкого латекса и любые непрореагировавшие отвердители. Оставшийся остаток полностью удаляют, а сердцевину сушат. Каждая сердцевина матраса тестируется и проверяется индивидуально для измерения твердости, плотности и визуального совершенства. После чего блок из латексной пены готов к использованию. После тщательной проверки качества матрас отправляется на автоматизированный склад, где его упаковывают и хранят. Вскоре после этого он отправляется в тщательно контролируемых условиях клиентам по всему миру. Латексные матрасы сертифицированы различными независимыми организациями и имеют несколько сертификатов качества. Эти сертификаты дают покупателям и пользователям гарантию того, что каждый латексный матрас является синонимом исключительного комфорта и безопасности. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!